Всем добрый день! В сегодняшнем ролике говорим о том, как вылечить разрыв мениска без операций. У нас два мениска в коленном суставе, это внутренний и внешний. Это небольшой такой хрящ в форме полудиска, который находится в коленном суставе. Разрыв внутреннего мениска встречается чаще, чем наружного. При разрыве мениска вы чувствуете боль, как правило, в месте соединения сустава, то есть вот здесь вот в месте соединения большеберцовой и бедренной кости, то есть примерно вот здесь вот, либо по внешней части. Также иногда боль отдает позади колена и ощущается такая скованность, стянутость вот здесь вот позади коленного сустава. Также при разрыве мениска, как правило, нарушается амплитуда движения в коленном суставе, то есть затруднено сгибание и разгибание. Иными словами, когда вы сгибаете колено, то в какой-то момент вы чувствуете боль. И также при разгибании колена, как правило, уже на последних градусах разгибания также ощущается боль вот здесь по задней либо по внутренней части нашего колена. Исследования показывают, что большинство разрывов можно вылечить без операции. Но, конечно же, есть исключения, когда упражнения не помогают, тогда, возможно, следует обратиться к врачу, чтобы он сделал вам операцию. Итак, сегодняшние упражнения, они направлены на то, чтобы увеличить циркуляцию жидкости в нашем коленном суставе. Тем самым вместе с питательными веществами у нас происходит заживление нашего мениска. Итак, для упражнений вам понадобится эластичная лента, небольшой валик и также небольшое маленькое полотенчико. Первое упражнение – это разгибание нашего колена, то есть вот это упражнение. В этом упражнении мы задействуем больше внутреннюю поверхность нашего колена, то есть внутреннее волокно прямой мышцы бедра. Итак, упражнение разгибания колена. Тянем носки на себя, сокращаем больше внутреннюю часть нашей прямой мышцы, то есть вот здесь внутреннее волокно. Держим 5 секунд и расслабляем. Снова поднимаем пальцы ноги на себя. Сокращаем прямую мышцу бедра и опускаем. Повторяем 10-15 раз, 2-3 подхода. Следующее упражнение – упражнение на растяжку наших сгибательных мышц колена. Мы берем вот такое исходное положение, берем нашу ногу, немножко пальцы тянем на себя и начинаем разгибать наше колено. То есть в какой-то момент вы почувствуете растяжку вот здесь по задней поверхности ноги. Как только вы чувствуете растяжку, без боли, то есть никакой боли, просто чувство как будто у вас мышцы растягиваются. Задерживаем положение, делаем 3 раза по 30 секунд. Следующее упражнение – это упражнение с эластичной лентой. Вы можете делать упражнение и без эластичной ленты, но, как мне кажется, с эластичной лентой это упражнение намного эффективнее. Упражнение направлено на укрепление ягодичных мышц и также основных мышц коленного сустава. Немножко натягиваем эластичную ленту и поднимаем наши ягодицы, зажимаем ягодицы. И вот в таком положении начинаем поднимать сначала пятку, потом носки. Пятку, носок. То есть выполняем примерно 6-8 таких повторений. Каждый раз стараемся задержаться на 3-5 секунд. После того, как выполнили 6-8 повторений, опускаемся и делаем несколько подходов. Следующее упражнение. Вы сгибаете коленный сустав до комфортного состояния, то есть никаких болевых ощущений. Если вы начинаете сгибать и чувствуете, что вот здесь вот появляется боль, вернитесь немножко назад, да, то есть никаких болевых ощущений. Придерживаем ногу руками. И вот в таком положении мы начинаем совершать внешнюю и внутреннюю ротацию
в коленном суставе. Каждый раз задерживаемся примерно на 3-5 секунд. С данным упражнением, опять же, у нас увеличивается циркуляция жидкости в нашем коленном суставе, происходит приток питательных веществ, и наш мениск заживает. То есть выполняем примерно 8-10 таких повторений, да? Потом снова расслабляем ногу и повторяем 2-3 подхода. Следующее упражнение, опять упражнение с нашей эластичной лентой, это упражнение на укрепление основных мышц в нашей ноге. То есть вот таким образом, опять же, сгибаем наши колено до комфортного состояния, натягиваем эластичную ленту и начинаем делать вот такие давящие движения в нашу эластичную ленту. Если упражнение для вас болезненное, то не выполняйте его. Да, то есть никакое из предложенных упражнений не должно вызывать никакой боли. То есть давим, задерживаемся на несколько секунд и возвращаемся. Повторяем 10 раз, 2-3 подхода. И последнее упражнение, упражнение сидя на стуле. Я вам покажу сидя вот здесь вот. Подкладываем небольшое полотенчико под ступню. Да, вот такое исходное положение. Опять же, упражнение направлено на увеличение циркуляции в нашем коленном суставе. Итак, начинаем совершать движение, скользящее движение вперед-назад и вправо-влево. 2 движения в каждом направлении. То есть это выглядит вот так вот. Примерно центральное положение. Да, я начинаю вперед, назад, вперед, назад. И теперь вовнутрь, вправо и влево. Основное условие данного упражнения – это то, что ваша ступня, она должна быть в постоянном контакте с полом. То есть ступня не отрывается от пола. Снова возвращаемся в центр. Снова вперед, назад. Ступня у нас приклеена к полу, да? Вперед, назад. Задерживаемся в каждом положении на несколько секунд, да, как всегда. Влево, вправо. Опять же, нога у меня не отрывается. Влево, вправо и в центральное положение. То есть я выполнила 2 раза. Вот это упражнение нужно выполнять, опять же, 10 раз. Задерживаемся в каждом положении примерно 3-5 секунд. Вы можете выполнить 2-3 подхода по 10 раз. Вот это прекрасный повседневный комплекс, с которого вы можете начать, чтобы помочь вашему мениску полностью восстановиться. Упражнения следует выполнять 2-3 раза в день в течение 10-15 минут. Желательно выполнять упражнения минимум 2 месяца. По мере того, как вы будете ощущать, что вам становится лучше, упражнения следует заменять на более сложные. Я надеюсь, что мой комплекс вам понравится. Желаю вам хорошего настроения. Всем до следующих роликов. Всем пока-пока.